темном царстве океанских глубин, когда казалось, что изучены уже все уголки морского дна, команда опытных подводников внезапно сталкивается с тем, что полностью меняет их представление о возможном. Это случается неподалеку от изогнутого участка побережья, где водолазы обычно работают над давно забытыми обломками кораблей. На этот раз глубинный эхолот подает необычный сигнал, нехарактерное эхо, которого никто еще не видел в этих водах. Решив исследовать место внимательнее, подводники спускаются в черную пустоту и оказываются лицом к лицу с массивной, обросшей водорослями конструкцией, которая напоминает силуэт затонувшего судна. Они видят, как из тьмы проступают остовы ржавых переборок. Фонари выхватывают фрагменты борта с выцветшими буквами, но что-то не так. Корпус судна оказывается почти идеально целым, словно его оберегали от разрушения долгие десятилетия. Экипаж спешит зафиксировать первые кадры, ведь находка такого масштаба невероятна. Никаких данных об этом корабле в архивах не значилось, его имя никто не знал. Уже на этом этапе становится ясно, что это не обычный корабль-призрак и не простая заброшенная баржа. Продвигаясь вперед, подводники замечают странные детали отделки. На главной палубе закованные в сталь люки, которые, кажется, ни разу не открывались. Толстый слой ила и ракушек обрамляет острые углы, а из-под одной из плит пробивается тонкий поток пузырьков воздуха. Судно скрывает внутри нечто гораздо более важное, чем просто груду металлолома. Внимательно осматривая трюм, водолазы наталкиваются на герметичные контейнеры, наглухо заваренные и покрытые странными метками. Сюрпризы продолжаются. Возле одного контейнера лежат инструменты, которые никак не могли попасть сюда случайно, ведь большинство из них выглядит необычно даже для опытных специалистов. Погружение становится все опаснее, однако любопытство берет верх. Команда решает взять на поверхность образцы и часть нераскрытых предметов для анализа. Подъем затрудняет внезапно начавшееся течение, но подводники, рискуя, вытаскивают первые контейнеры к исследовательскому судну. Как только они оказываются на борту, зафиксированные приборы дают сбой. На некоторое время связь с берегом обрывается, а оборудование отказывается реагировать на сигналы. Это происходит одновременно с попыткой открыть небольшой заклеенный пакет, найденный рядом с основным грузом. Первый беглый осмотр контейнеров ошарашивает всех. Внутри обнаруживаются устройства, которых никто из команды не видел раньше. Один из инженеров, человек с опытом субмарин времен Карибского кризиса, отмечает необычные шрифты и знаки на замках. Эти символы не имеют аналогов в известной ему морской практике. Контейнеры изготовлены из крепкого металла с инородными включениями, которые не реагируют на магниты и не поддаются коррозии, что кажется невозможным после десятков лет пребывания под водой. Фото и первые видеозаписи грузов оперативно отправляются на береговую станцию, но там встречают их молчанием. Никто не называет координаты точного места находки, а связь становится все менее стабильной. Исследователь, который попытался выложить информацию в общий канал, внезапно получает письмо с пометкой «Конфиденциально». В нем сказано лишь одно – прекратить любые публикации до получения дальнейших указаний. В этот момент команда понимает, что наткнулась на нечто по-настоящему запрещенное. Тем временем глубоководный робот фиксирует странные аномалии вокруг трюма. Изменение температуры воды, редкие электромагнитные всплески, которых не должно быть на этом участке дна. Подводники делятся друг с другом догадками, но осторожно обходят тему вслух. Слишком много странностей и совпадений для одного погружения. Неожиданные сбои в работе аппаратуры, а также следы вмешательства в структуру судна поддерживают напряжение на протяжении всего погружения. Параллельно с этим выясняется еще одна странность. Судно расположено строго на границе малоизученного участка морского дна, о котором среди местных рыбаков ходят мрачные слухи. Никто не рискует задерживаться там долго, а старожилы утверждают, что несколько судов бесследно исчезли неподалеку от этой зоны за последние десятилетия. По мере того, как таинственная история только начинает разворачиваться, становится все очевиднее. Найденный объект был не просто забытым кораблем. Он прятал в себе тайну, которую кто-то попытался скрыть навсегда. Однако самый острый вопрос появляется, когда поисковая команда обнаруживает еле заметные следы активной работы на песчаном дне, совсем рядом с кораблем, словно кто-то недавно пытался пробраться в это место до них. Остается только догадываться, насколько далеко простирается эта загадка, ведь сам район судна отмечен на морских картах как запретная зона. Именно здесь скрывались ответы, которых не ждали даже самые смелые исследователи, а настоящие причины секретности только начинают открываться перед командой. Пока команда едва приходит в себя после первых находок, на борту исследовательского судна начинают пересматривать все сведения о районе затонувшего корабля. Оказавшись лицом к лицу с необычной тишиной в эфире, они решают углубиться в архивы береговой охраны и карты для профессиональных навигаторов, чтобы понять, почему эти воды так тщательно избегали все, кто работал на морских магистралях.
Уже первые запросы натыкаются на стену молчания. Карты последних десятилетий попросту не содержат информации о точных координатах сектора, где ведется погружение. Внутри судовой рубки старший навигатор вспоминает слухи, что некогда это место было обозначено на морских картах как зона, в которую запрещен вход даже военным кораблям. Проверяя радиочастоты, команда замечает появление коротких пакетов данных и редких сигнальных импульсов на фоне общего радиоэфира, словно кто-то следит за попытками коммуникации. Около полуночи на мониторе появляется предупреждение о приближении корабля без опознавательных знаков. Судно медленно кружит по периферии запретной зоны, не отвечая на вызовы. В этот момент исследовательская группа впервые слышит от сопровождающего их лоцмана о старом приказе, который запрещал заходить в этот район под угрозой немедленной эвакуации и потери лицензии. Причина никогда не сообщалась публично, вместо объяснений выдавали сухое уведомление. Зона закрыта для всех типов плавсредств, независимо от цели похода. Когда один из водолазов изучает донные осадки, в непосредственной близости от судна выясняется еще одна деталь. Вся площадь вокруг обломков усеяна металлическими колышками и остроугольными маяками, многие из которых не были видны на эхолоте из-за их малых размеров. Такой способ обозначения территории характерен для режимных военных объектов, где даже минимальное проникновение отслеживается и фиксируется специальными устройствами. Данные из подводных дронов подтверждают наличие плотной сетки датчиков, часть которых еще работает. На некоторых индикаторах виднеются слабые мигающие огни, не характерные для обычных навигационных приборов. Продвигаясь по маршруту между кораблем и внешней границей зоны, подводники сталкиваются с металлическими тросами, скрытыми под слоем песка и ила. Один из таких тросов подключен к герметичному баку, установленному на дне. Подняв его на поверхность, команда замечает маркировку на корпусе. Сочетание латинских и кириллических букв с номерами, которых нет ни в одном открытом реестре. В этом моменте к судну приближается катер, с которого по громкой связи поступает требование прекратить все работы и покинуть район. Голос не называет себя и никаких объяснений не дает. Между тем, инженерно-техническая группа судна начинает сверять данные найденных контейнеров с закрытыми архивами периода Холодной войны. Один из специалистов опознает знакомый шифр на этикетках. Подобные знаки встречались только на документации засекреченных армейских экспериментов. Несколько минут спустя на борт поступает еще одно зашифрованное сообщение, где содержится требование не вскрывать груз до дальнейших указаний и обойтись без упоминания номера судна или его координат за пределами закрытого канала связи. Капитан судна вынужден подтвердить получение сообщения, но решает не останавливать исследования, полагаясь на автономность судна и изоляцию от береговых служб. Медленно вырисовывается картина. Это место десятилетиями находилось под негласным контролем военных, а любые попытки проникнуть сюда жестко пресекались без лишнего шума. Быстро становится ясно, что команда находится на территории, где все движения отслеживаются, а любые находки автоматически попадают под режим секретности. В хранилище судна появляется новый гость – дельфин с меткой на плавнике, которую использовали для биологических исследований в секретных лабораториях ВМФ Соединенных Штатов. Его появление подтверждает, что за зоной внимательно следили и следят до сих пор, причем с использованием не только техники, но и специально обученных животных. Дальнейший анализ карт показывает, что подобная зона ограниченного доступа существует всего в нескольких местах по всему миру, и именно здесь пересекаются старые маршруты подводных лодок, использовавшихся для испытаний секретных прототипов военной техники. Внутренние серверы судна фиксируют попытки несанкционированного доступа к полученным с места находки файлам через спутниковую сеть. Капитан принимает решение временно отключить все каналы передачи данных, чтобы обезопасить команду и не дать получить доступ к информации извне. В этот момент становится очевидно, сам факт нахождения в этой зоне уже ставит команду под угрозу серьезных последствий. Все больше вопросов вызывает не только содержимое загадочных контейнеров, но и то, кто именно пытается скрыть их присутствие. Однако, несмотря на все запреты и угрозы, исследователи не собираются останавливаться. Ведь впереди их ждет первый осмотр самих контейнеров и новых устройств, содержимое которых обещает открыть абсолютно неожиданную страницу в истории Холодной войны. Когда напряжение на исследовательском судне достигает максимума, команда, не теряя времени, приступает к вскрытию поднятых с глубины контейнеров. Металлические стенки покрыты множеством странных символов. Шероховатые линии и переплетения напоминают не то секретные военные коды, не то шифры экспериментальных лабораторий. Один из инженеров осторожно срезает защитный слой, обнажая массивный стальной замок с сочетанием букв и цифр, которые не поддаются стандартной дешифровке. При малейшем рывке крышка контейнера тихо скрежещет, будто десятки лет ждала именно этот момент. Внутри первым делом оказывается массивный блок, покрытый матовой пленкой с пронумерованной биркой. На бирке виднеется многозначный индекс, а по краям протянуты тонкие красные полосы, похожие на маркировку опасного груза.
Разобрав упаковку, подводники видят устройство, которое сразу не удается идентифицировать. Это металлическая капсула примерно 3 фута в длину, изготовленная без единого винта или сварного шва. На корпусе отчетливо проступают загадочные эмблемы. Пересекающиеся треугольники, спирали и необычные штрихи, нанесенные с поразительной точностью. Один из специалистов по технике отмечает, что этот материал не вызывает магнитной реакции, а при легком прикосновении к поверхности ощущается странная, едва заметная вибрация. Еще один контейнер таит в себе набор плотно скрепленных цилиндров, внутри которых обнаруживаются миниатюрные платы с множеством крохотных элементов. Судя по маркировке, эти платы относятся к оборудованию, не имеющему аналогов среди известных образцов военной электроники. Рядом лежит компактная трубка с прозрачной капсулой, заполненной светлым гелем. Анализатор не определяет состав. Ни один из стандартных тестов не срабатывает должным образом, а оборудование внезапно начинает перегреваться при попытке зафиксировать спектральный анализ. В стороннем отсеке контейнера обнаруживается изогнутая пластина с напылением, больше напоминающая часть антенны или сенсорного блока. На торце пластины выгравированы цифры, в которых ясно читаются только латиноамериканские и кириллические буквы, причем порядок кажется случайным. Один из водолазов случайно касается пластину перчаткой, и в этот момент по судну проходит едва заметный статический разряд. Приборы на мостике фиксируют короткий импульс. Уровень электромагнитного излучения подскакивает в несколько раз, после чего внезапно возвращается к норме. Параллельно инженеры извлекают из еще одного ящика узкий блок, внешне напоминающий портативное энергоустройство. Он оборудован длинным разъемом и несколькими лампочками с необычным цветом свечения. В глубине контейнера обнаруживается упаковка с несколькими свертками документов и технических схем, исполненных на плотной бумаге. Часть надписей зашифрована, но отдельные слова читаются. Среди них встречаются термины «экспериментальный режим», «контрольный протокол» и «автономная система». Пока на палубе обсуждают найденные схемы, старший инженер обращает внимание на красную ленту, обмотанную вокруг самого крупного контейнера. На ленте предупреждение сразу на нескольких языках и символ, похожий на знак радиационной опасности, но исполненный в необычной геометрии. После тщательной проверки приборов команда понимает, что уровень фона на судне остается в пределах нормы, однако спектрометр показывает короткие аномальные пики, которых не было до вскрытия контейнера. Каждый новый предмет вызывает у специалистов всплеск догадок, ведь ничего подобного они не встречали даже в сверхсекретных архивах времен Холодной войны. Внутри последнего ящика находится органайзер с аккуратно разложенными стеклянными ампулами и инструментами, похожими на хирургические. Одна из ампул наполовину заполнена мутноватой жидкостью, которую не удается идентифицировать стандартными экспресс-тестами. Инженер-биолог высказывает предположение, что оборудование может относиться к биотехническим экспериментам или системам мониторинга, но подтверждений нет. Все записанные показания в пределах нормы, хотя часть приборов начинает работать с ощутимой задержкой. Вся операция по вскрытию контейнеров фиксируется на камеру. Каждый этап записывается и тут же архивируется на внутренний сервер судна. Через несколько минут с мостика поступает сообщение о повторных попытках взлома системы безопасности. Кто-то извне пытается получить доступ к отправленным снимкам и техническим характеристикам находок. Капитан немедленно приказывает прекратить любые трансляции и закрыть доступ к спутниковой связи, чтобы не допустить утечки информации. На фоне этих событий один из проявленных пакетов документов содержит рукописные заметки на английском и русском языках. В них встречаются описания тестовых запусков, графики наблюдений за параметрами оборудования и неразборчивые отчеты о результатах воздействия. В отдельном конверте, найденном между свертками, лежит карта. На ней обозначены еще 2 точки в пределах зоны, отмеченные знаком, аналогичным тем, что был на контейнерах. Команда осознает, что находки явно выходят за рамки обычных научных экспериментов. Каждая деталь свидетельствует о крайне засекреченном назначении судна и груза. Но остановиться невозможно. Вскрытие следующих контейнеров обещает еще более неожиданные открытия, ведь впереди подводников ждет встреча с устройствами, которых не существовало ни в одном известном военном реестре и чьи функции только начинают раскрываться через странные символы и технические загадки, обнаруженные среди старых бумаг и приборов. Обсуждения практически затихают, как только открывается очередной контейнер. Внутри медленно проступает корпус неведомого прибора с гравировкой по всему периметру. Первое, что бросается в глаза, это абсолютно гладкая поверхность, будто само устройство покрыто невидимым лаком, который не допускает следов времени. Корпус отливает серебристо-серым, на нем видны изогнутые линии, напоминающие орнаменты из разных культур, смешанные в хаотичном порядке. В центре закреплен плоский диск, по краю которого нанесен ряд символов, необычные сочетания латинских и кириллических букв, незнакомые даже тем, кто специализировался на дешифровке военных шифров. Технический эксперт осторожно снимает защитный купол с одного края устройства. Сенсор фиксирует слабый импульс тока, после чего светодиод на корпусе медленно загорается нежно-зеленым светом.
На этом этапе все приборы на судне вновь кратковременно теряют связь с главным компьютером, а дисплеи показывают непонятные коды с набором знаков, совпадающих с теми, что выгравированы на новом объекте. В этот момент на палубе появляется биолог и указывает, что корпус покрыт тончайшим слоем какого-то минерала, что уникально для изделий морских лабораторий. При анализе покрытия выясняется, что оно не растворяется ни в одной из стандартных кислот и выдерживает высокое давление, хотя лабораторный пресс не способен оставить на нем и царапины. Еще одна находка. Длинный цилиндр, выглядящий как часть энергетической установки. Его стенки едва заметно вибрируют при контакте с воздухом, а по всей длине проложены волнообразные полосы, в которых переливаются слабые световые блики. На торце цилиндра выгравирован шестиугольник с незнакомым обозначением. Электроинженер подключает к устройству датчик, и в тот момент, когда датчик касается корпуса, по судну проходит всплеск напряжения. Электрическая схема трюма передает данные о резком скачке ампеража, но ни одна из перегородок, ни один кабель не перегорели. Импульс исчез так же быстро, как и появился. В соседнем отсеке второго контейнера лежит плоская панель, похожая на экран, но без каких-либо кнопок или видимых соединительных разъемов. При попытке провести по ней инструментом, панель моментально реагирует световым пятном, после чего по сенсорному слою начинают двигаться полупрозрачные изображения, напоминающие технические чертежи. На одном из изображений появляется последовательность цифр, аналогичная тем, что виднелись на конвертах с бумагами и маркировках других устройств. Старший инженер определяет, что часть этих комбинаций связана с датами и временем, а некоторые с параметрами внешней среды, например, температурой воды и уровнем давления. В упаковке ближе к борту обнаруживается небольшая коробка, полностью заполненная слоями тонкой медной фольги. В каждый слой вмонтированы крошечные кристаллы. При просмотре под увеличительным стеклом на кристаллах виднеются миниатюрные пиктограммы, состоящие из пересекающихся колец и спиралей. Рядом по всей длине коробки выгравированы надписи на сразу 3 языках, включая устаревшую версию английского, а также присутствуют отрывки на иврите. 2 ленточных маркера указывают на то, что часть кристаллов может быть связана с системой передачи сигналов. На панели обнаружены крошечные контактные пластины. Следующее открытие вызывает настоящий переполох. Внутри плотного кожаного футляра оказывается сверток с макетами необычных ключей. Ключи выполнены из редкого металла, их зубцы украшены рельефной насечкой, а на стержнях выгравированы знаки с повторяющимися геометрическими фигурами. На обратной стороне футляра проступает штамп с надписью, которая переводится как «резервная система управления». При внимательном рассмотрении один из ключей идеально входит в паз корпуса ранее найденного прибора, и при легком повороте раздается отчетливый щелчок. В этот момент в трюме вновь пропадает освещение. Аварийные лампы включаются через 10 секунд, а по внутренней связи проходит предупреждение о сбое в центральной системе энергоснабжения. Тем временем специалист по документации отдельные символы на шифровках и корпусах устройств сопоставляет с архивными фотографиями времен Холодной войны. Удается установить сходство с кодами, которые использовали для прототипов генераторов защиты, связи и экспериментальных источников электромагнитного поля. На одном из листов, вложенных в пакет документов, написано «Активировать только в изолированной среде. Экспериментальный режим соблюдения протокола обязательно». Параллельно эксперты подводят итог промежуточного анализа устройств. Ни одно из них не поддается полной идентификации. Их энергосистемы и принципы работы не соответствуют известным образцам техники тех лет. Вместе с тем, каждая попытка исследований сопровождается кратковременными сбоями, а найденные на корпусах рисунки указывают на многоуровневую систему авторизации, вероятно, специально для защиты от несанкционированного доступа. Среди оборудования находится небольшая коробка с миниатюрными капсулами, внутри которых видно странную флуоресцирующую жидкость, которая светится даже при закрытом контейнере. Когда очередной контейнер вскрыт, на крышке обнаруживается надпись, выполненная одновременно красной и черной краской. Перевод показал примерный смысл. Открывать только по высшему приказу. Нарушение – немедленная изоляция. Внутри еще один прибор, похожий на датчик контроля среды, но с сенсорами, незнакомыми никому из команды. Под соединительными шнурами спрятаны крошечные пластины с символами, встреченными до этого на других находках, что лишь подтверждает, вся техника разработана в рамках одного секретного проекта. В процессе осмотра документов обнаруживается таблица с координатами 2 объектов, находящихся неподалеку от судна. Специалисты отмечают, что маршруты, проложенные между точками, формируют замкнутую геометрическую фигуру на карте, а каждый сегмент отмечен теми же шифрами, что наносятся на военные архивы засекреченных армейских баз. Такой уровень защиты и системность маркировки говорит как минимум о попытке сохранить полную анонимность работ, а сама техника явно создана для задач, о которых официальные источники предпочли забыть.
Параллельно поступают новые тревожные сигналы. В эфир выводится закодированное предупреждение от неизвестного источника с требованием немедленно прекратить работу. Судовая команда перехватывает сигнал и архивирует его вместе с записанными видеоматериалами, понимая, что их действия уже давно отслеживаются с берега. Несмотря на это, вскрытие еще не закончено. На очереди последние контейнеры, а найденные документы обещают приоткрыть завесу над масштабом секретных экспериментов, таящихся за запутанными символами и необычными устройствами, что только начали появляться на свет спустя столько лет после затопления корабля. Как только инженерная группа завершает первые анализы устройств, на палубе появляется начальник технической лаборатории с электронным планшетом, где уже загружены фрагменты архивных документов, успевших поступить вместе с грузом. Среди них обнаруживаются ежедневные отчеты на английском и русском языках, оставленные разными почерками. Из заметок ясно. Большую часть оборудования разрабатывали и тестировали по спецпрограмме сразу по двум направлениям – электромагнитные установки и биотехнические сенсоры. Один отчет, датированный концом 50-х, содержит схемы кабелей с пометками. Экспериментальная сборка активировать только после проверки герметичности. Технический отдел приступает к тестированию длинного цилиндра, который инженеры уже окрестили прототипом генератора. Для проверки его работы используется автономный источник питания, который по стандарту выдает только малую часть допускаемой мощности. Как только кабель подключают к разъему, внутри корпуса слышится слабое гудение, а рядом стоящий компас тут же перестает работать. Стрелка медленно описывает круги по циферблату. Радиометрист отмечает короткую вспышку на частоте, которая характерна для экспериментов по созданию мобильных глушителей связи. Параллельно два инженера получают в распоряжение еще один прибор из контейнера. Это массивный блок с сенсорной панелью и 3 рычагами управления. На верхней части прибора выгравирована надпись, которую можно перевести как «режим тестирования». Подключив приборы для анализа энергопотребления, команда фиксирует аномальное потребление тока, а сами провода едва нагреваются. На сенсорной панели появляется статическое изображение с координатной сеткой, по которой перемещаются световые точки. В этот момент старший техник обращает внимание на пункт в одном из архивных дневников. Описан эксперимент по испытанию системы обнаружения подводных объектов с помощью новых датчиков, способных фиксировать перемещение даже на глубине в несколько сотен футов. Метки на корпусе устройства совпадают с теми, что видны на архивном фото испытаний подлодок на Атлантическом флоте. Инженеры сопоставляют схемы и видят, что часть устройств была специально адаптирована для скрытых операций. Внутри корпуса не используется ни одна стандартная плата того времени, а маркировки компонентов указывают на работу сразу нескольких лабораторий, участвовавших в тайных программах Холодной войны. Работая с техническими схемами находок, один из радиотехников быстро выделяет ноты напряжения и частот, которые ранее никогда не встречались в каталогах военной электроники. Оборудование начинает издавать ритмичные импульсы. На осциллографе появляется необычная кривая, которая повторяет зашифрованный в документах сигнал экспериментов по управлению подводными автоматами. Это подтверждают и данные по электромагнитным всплескам, зафиксированные еще во время первого обнаружения судна на эхолоте. В одном из более глубоких отсеков контейнера удается найти герметичный металлический цилиндр. Внутри него вложены ампулы, заполненные мутным светящимся раствором. Химический анализ не дает результатов. Вещество не вступает в реакцию ни с одним из тестовых реагентов. Однако показания Гейгер-Мюллера остаются стабильными, что исключает радиационную природу находки. Биологическая команда осторожно помещает ампулы в изолятор, сверяя состав жидкости с записями в документах, где упоминаются эксперименты по работе с биоматериалом для контроля морских организмов. В архивных записях все чаще встречается термин «автономная система наблюдения». Ученые того времени явно пытались создать технику, способную работать долгое время без внешнего вмешательства. Среди схем находится модуль передачи данных, оформленный в виде компактного куба с 3 антеннообразными выступами. Проверка показала, что устройство все еще может принимать сигналы и запускать самотестирование. Его аккумулятор оказался частично заряженным спустя столько лет, пролежав под водой. Разбирая еще одну порцию документов, эксперт по советским шифрам находит протоколы, где построчно перечислены параметры испытаний подводных генераторов и развертывания экспериментальных сетей наблюдения. На отдельной странице четко выделяется отметка «Секретно, только для внутреннего использования». В одном из приложенных конвертов оказалась и карта, где экспериментальные зоны обозначены рядками точек, соединенных линиями, формирующими сложную структуру. На рисунке также проставлены даты испытаний и фамилии участников, часть из которых фигурирует в старых списках научных сотрудников военных лабораторий. В процессе изучения содержимого контейнеров становится понятно, на борту затонувшего корабля проводились сразу несколько секретных проектов, часть из которых связана с разработкой систем радиотехники, а часть с исследованием подводных биологических процессов. Инженеры обнаруживают компактные контейнеры с адаптерами, к ним прикреплены небольшие датчики, по форме напоминающие чипы идентификации морских животных.
Находка полностью совпадает с архивными фотографиями первых экспериментов по отслеживанию движения дельфинов и морских котиков с целью наблюдения за их поведением во время подводных испытаний оборудования. В этот момент, когда на судне фиксируют очередной скачок электромагнитного поля, старший морской офицер сопоставляет все найденные элементы и отмечает: каждый прибор с маркировкой «экспериментальный режим» разрабатывался отдельно и для разных задач, но все они связаны с поддержанием скрытых операций на границе зоны, долгое время остававшейся невидимой для обычных навигационных систем. При разборе дополнительного пакета документов находится серия отчетов с грифом «Не для распространения». Там подробно описаны этапы испытаний биотехнических сенсоров и результаты первых запусков автономных систем наблюдения. И пока команда продолжает анализировать все эти необычные устройства и вскрывать контейнеры, становится очевидно: все найденные технологии были частью череды экспериментов, созданных в условиях строгой секретности времен Холодной войны. Однако главная интрига сохраняется в вакууме: насколько далеко дошли эти эксперименты и какие последствия ждут исследователей. Ведь подробности о судьбе корабля и результатах работ до сих пор скрыты в засекреченных документах, которые только предстоит изучить после завершения вскрытия последнего ящика. Исследовательская команда с трудом сдерживает азарт, когда открытие последнего контейнера сопровождается срабатыванием герконового датчика. Спустя мгновение в коридоре палубы включается сирена, а на экранах появляется надпись с предупреждением об автоматическом блокировании доступа к серверу. Прибор сигнализирует о попытке несанкционированного доступа, но специалисты успевают вытащить из контейнера не только новый блок с агрегированной системой датчиков, но и плотный сверток архивных бумаг, запечатанных в толстую полиэтиленовую пленку. Эти документы становятся ключевыми для всей экспедиции. Работая с бумагами, старший переводчик сразу отмечает: большая часть текстов написана сразу на двух языках. Иногда на одной странице встречаются и кириллические, и латинские буквы, а множество аббревиатур совпадает с шифрами засекреченных проектов ВМФ Соединенных Штатов и ВМФ СССР 60-х годов. Плотные листы пожелтели от времени, но большинство записей сохранились. На схемах видны маршруты экспериментов, а в сшитых сводках есть таблицы с датами запусков оборудования и фамилиями руководителей подразделений. Один из отчетов содержит подписи, подтверждающие факт получения особого оборудования на борт и его передачу под личную ответственность старшего офицера. Отдельный пакет документов подробно описывает процесс монтажа экспериментальных блоков на корабле. Сверка идет по номерам, которые команда уже видела на обнаруженных приборах. Таблицы указывают на испытания генераторов искусственного поля, которые тестировались на глубинах более 500 футов, а к ним прилагались листы с расчетами электромагнитных импульсов. Такой же график появляется среди схем устройств, извлеченных из контейнеров. Даже спустя столько лет большинство датчиков по-прежнему реагируют на внешние сигналы и демонстрируют способность к самотестированию. Помимо схем и отчетов, в архивном пакете находится серия протоколов о биотехнических испытаниях на дельфинах и морских котиках. Данные о перемещениях животных совпадают с фотографиями из старых альбомов военных лабораторий. Многие из них имеют цифровые татуировки, аналогичные меткам на технике. Один из биологов моментально сопоставляет номера приборов и номера экспериментов. Все датчики были частью большой системы наблюдения за биологическими и электромагнитными процессами на глубинных участках. В одном из конвертов спрятана тонкая синяя папка с грифом «Особо секретно». Открыв папку, офицер находит инструкцию по эвакуации судна на случай аварии с оборудованием, а также карту-схему с несколькими точками. Точка обнаружения совпадает с координатами судна, а еще две метки находятся в стороне, на расстоянии примерно 20 морских миль. На обратной стороне инструкция по запуску автономной системы глушения радиоэфира. Пошагово расписано, как активировать блокировку сигналов и скрыть радиочастотную активность корабля. В последней части документов содержатся записи о поступлении на корабль специальных контейнеров с пометкой «Не раскрывать без приказа из штаба». Перечень секретных грузов совпадает с содержимым обнаруженных ящиков. Среди них упоминаются устройства связи нового образца, компоненты системы обнаружения подводных объектов и биотехнические контроллеры. Пока команда анализирует найденное, электронная система безопасности вновь сообщает о попытке подключения к внутренней сети. Кто-то за пределами судна пытается получить доступ к базе данных, где хранятся копии документов и фотоотчеты о раскрытых объектах. Капитан немедленно отдает распоряжение полностью изолировать связь, а все носители с новыми материалами помещают в специальный сейф с механическим кодом. Один из экспертов выделяет в документах блок записей, датированных концом 60-х. В них упоминается серия аварийных ситуаций при тестировании прототипов на больших глубинах. Одна из записей описывает внезапную потерю связи с 3 подводными роботами, задействованными в испытаниях. При этом в отчете четко указано: территория вокруг судна объявлялась закрытой сразу после инцидента. На краях страниц стоят росчерки 2 офицеров, а в прилагаемой докладной линии повторяется слово «изоляция».
Дальнейший просмотр бумаг приносит еще один сюрприз. В отчетах о завершении экспериментов фиксируется обязательное уничтожение всех технических схем и оборудования, не прошедшего испытаний. По инструкции, командование должно было затопить неподлежащие восстановлению устройства вместе с судном, а архивные материалы оставить только в одном экземпляре, который отправлялся в центральное хранилище спецархива. Ближе к концу анализируемого пакета отчет об итогах экспериментов, где перечисляются основные результаты испытаний. Среди них отмечено, что автономные датчики успешно фиксировали крупные объекты на дальности до 40 морских миль и работали в течение нескольких месяцев без подзарядки. Здесь же содержится подробное описание неудавшихся попыток синхронизации биотехнических сенсоров. Часть оборудования демонстрировала аномальные реакции на внешнее воздействие. Последние строки в папке посвящены итоговому распоряжению. Полностью скрыть место испытаний, зафиксировать координаты в закрытом морском реестре, исключить район из всех последующих картографических изданий и вести круглосуточное наблюдение за любыми попытками проникновения. Одна из шифровок указывает: все данные о находке и местоположении судна подлежат немедленной классификации. Когда последние страницы документов аккуратно пересняты на внутренний носитель, команда осознает масштаб последствий. Все действия от подъема контейнеров до анализа техники официально считаются вне закона и подлежат немедленной изоляции. Но, несмотря на все угрозы и попытки скрыть правду, самые важные свидетельства, архивные документы, реальные устройства и уникальные образцы экспериментальной техники уже оказались в руках исследователей. Теперь очевидно, найденный на дне океана корабль был не просто носителем груза, а целым узлом засекреченных экспериментов, результаты которых десятилетиями прятались в глубинах документов и забытых архивов, чтобы однажды быть открытыми заново и навсегда изменить представление о тайнах холодной войны.